История французского океанского лайнера «Франция». Был океанским лайнером, построенным на верфи в городе Сен-Назере, Франция, и введенным в эксплуатацию в феврале 1962 года. На момент постройки в 1960 году судно длиной 316 метров было самым длинным пассажирским судном в 20 веке из когда-либо построенных, и этот рекорд оставался неизменным до постройки 345-метрового Queen Mary 2 в 2004 году. Стоимость постройки судна обошлась около $80 миллионов США. Лайнер «Франция» был построен для замены других стареющих кораблей, таких как «Иль-де-Франс» и «Либерти», которые устарели к 1950 годам. Океанский лайнер «Франция» строился с 1957 по 1960 год, был благословлен епископом Нанта монсеньором Вильпелей и спущен на воду 11 мая 1960 года. Крестная мать стала мадам Ивон де Голь, жена президента, и затем круизный лайнер был назван Францией в честь страны. После спуска на воду были установлены грибные винты, завершена надстройка, в шлюпбалке помещены спасательные шлюпки, а интерьер оборудован. Затем Франция провела ходовые испытания 19 ноября 1961 года и неожиданно развела среднюю скорость 35,21 узла, удовлетворив требования компании French Line. Судно было передано и предприняло пробный круиз к Канарским островам с полным составом пассажиров и экипажа. Во время этой короткой поездки она встретила в море судно «Либерти». Интерьеры Франции были тем местом, где корабль продемонстрировал свое предназначение как витрина современного французского искусства и дизайна. Тем не менее, дизайнеры интерьеров были обременены необходимостью соответствовать последнему великому государственному кораблю Франции, чьи интерьеры были в масштабе, непревзойденном ни до ни после его постройки. Франция имела грандиозные виды, которые были построены через главные комнаты первого класса. Единственными помещениями двойной высоты во Франции были театр, курительная комната первого класса, а также столовые первого и туристического классов. Одной из областей, которым уделялось необычайное внимание, были корабельные кухни, 1500 квадратных метров, и расположен почти на миделе между двумя столовыми, которые обслуживала одна кухня. Директоры считали, что Франция продемонстрирует не только лучшее во французском искусстве и дизайне, но и французскую кухню. Для пассажиров первого класса палуба веранды занимала большую часть общественных помещений. К ним относились библиотека и читальный зал, курительная комната, большой салон и балкон театра, предназначены только для пассажиров первого класса. Уровнем ниже находилась главная палуба туристического класса. Основными залами и комнатами здесь были библиотека, курительная комната, большой салон и оркестровый уровень театра. Также имел застекленный променад вдоль левого и правого бортов корабля, хотя окна не были на всю высоту. Первый рейс Франции в Нью-Йорк состоялся 3 февраля 1962 года с участием многих французских кинозвезд и аристократов на борту. 14 декабря 1962 года Франция доставила Мону Лизу из Гавра в Нью-Йорк, где картина должна была отправиться в турне по Америке. Был размещен плакат, рекламирующий рождественский и новогодний круиз Франции 1965 года к побережью Западной Африки. Он плавал по Северной Атлантике между Гавром и Нью-Йорком в течение 13 лет. К началу 1970-х годов полеты на самолетах были намного популярнее, чем на кораблях, а стоимость топлива постоянно росла. Франция, которая всегда полагалась на субсидии французского правительства, была вынуждена все больше и больше пользоваться этими субсидиями. Используя универсальный дизайн корабля в полной мере, начала отправлять судно Францию в зимние круизы, которые были межсезоньем для атлантической торговли. Круизы Франции были популярны, и ее первый кругосветный круиз состоялся в 1972 году. Лайнер «Франция» был слишком большим, чтобы пересечь Панамский и Суэцкий каналы,
Он был вынужден обогнуть мыс Горн и мыс Доброй Надежды. Франция стала крупнейшим пассажирским судном в мире, находящимся в эксплуатации. Тем не менее, в первые годы десятилетия круизный рынок расширился за счет строительства небольших специально построенных круизных лайнеров, которые также могли пройти через Панамский канал. Хуже того, в 1973 году разразился нефтяной кризис, и цена на нефть поднялась с $3 США до $12 за баррель. Когда французское правительство в конце Тренд Глориусес осознало, что поддержание Франции в рабочем состоянии потребует дополнительных $10 миллионов в год. Без этих государственных денег французская линия не могла бы работать, и в пресс-релизе, выпущенном в 1974 году, было объявлено, что судно «Франция» будет выведен из эксплуатации 25 октября того же года. При этом экипаж решил взять дело в свои руки. Переход в восточном направлении 6 сентября, ее 202-й переход, был задержан на несколько часов, пока экипаж собирался, чтобы решить, нанести ли удар забастовку тут же, в Нью-Йорке, или через 6 дней вне Гавра. Гавр победил, и корабль был конфискован группой французских профсоюзных деятелей, которые бросили якорь Франции у входа в порт, тем самым заблокировав все входящие и исходящие перевозки. 1200 пассажиров на борту пришлось переправить на берег на тендерах, а около 800 членов экипажа остались на борту. Забастовщики требовали, чтобы корабль продолжал служить, а также повышение заработной платы на 35% для себя. Их миссия провалилась, и ночь захвата оказалась последним днем службы корабля. На то, чтобы противостояние закончилось, ушло больше месяца, и к 7 декабря 1974 года корабль был пришвартован у отдаленной набережной в Гавре, известной в просторечии как «Пристань забытых кораблей». К тому времени Франция совершила 377 переходов и 93 круиза, в том числе 2 кругосветных путешествий. Перевезла в общей сложности 588 024 пассажира в трансатлантических переходах и 113 862 пассажира в круизах и проплыла в общей сложности 1 860 000 морских миль. Корабль простоял на одном месте около 4 лет, его интерьеры, включая всю мебель, остались полностью нетронутыми. Не было никаких планов сдать корабль на слом или продать его. В 1977 году миллионер из Саудовской Аравии Акрам Аджех выразил заинтересованность в покупке судна для использования в качестве плавучего музея старинной французской мебели и произведений искусства, а также казино и отеля у побережья юго-востока США. Хотя он купил корабль за $24 миллиона, это предложение так и не было реализовано, и по слухам были выдвинуты другие предложения, в том числе предложение Советского Союза использовать его в качестве корабля-гостиницы в Черном море. В конце концов, в 1979 году судно было продано Кнуту Клостеру, владельцу компании Norwegian Caribbean Line, за $18 миллионов для превращения в крупнейшее в мире круизное судно. К августу того же года Норвегия была переведена на верфи Ллойда в Брёмерхафене, Германия, где он должен был пройти ремонт стоимостью $80 миллионов. Норвегия была зарегистрирована в Осло, был переименован 14 апреля 1980 года. Он был первым и единственным, специально построенным трансатлантическим океанским лайнером, который был реконструирован для использования исключительно в роскошных круизных службах. Форма ее корпуса, дизайн носовой части и расположение жилых помещений были разработаны специально для суровых условий круглогодичного пересечения Северной Атлантики. При переоборудовании для круизного обслуживания ей предоставили более просторные помещения, а также более крупные и многочисленные общественные места для отдыха круизного типа. Механически 4-винтовая двигательная установка сокращалась до 2-винтовой. И в стремлении к экономии ей был предоставлен полный набор носовых и кормовых подруливающих устройств, чтобы придать ей гибкость, необходимую для входа в гавань.
и чтобы состыковаться, не прибегая к дорогостоящим лоцманским и буксирным операциям, которые были стандартной процедурой во времена расцвета трансатлантических экспресс-лайнеров. Когда ее переоборудование было завершено, и во время ее первого визита в Осло, старший стюард Уэсли Сэмюэлс из Ямайки в присутствии короля Олафа V поднял флаг Организации Объединенных Наций в знак международного экипажа корабля. В том же году она начала свое первое путешествие в Майами на фоне слухов о ее будущем в круизной индустрии. Франция была построена как океанский лайнер, для скорости, длинный узкий, с глубокой осадкой, а также множеством форм и размеров салона, спроектированных компактно больше для целевого путешествия, чем для вялого круиза. Но Норвегия оказалась популярной и сделала представление о том, что корабль сам по себе является пунктом назначения, заслуживающим доверия. Его размер и пассажировместимость 2565 пассажиров и удобство произвели революцию в круизной индустрии и вызвали безумие строительства, поскольку конкуренты начали заказывать более крупные суда. Поскольку круизная конкуренция пыталась отобрать часть оживленного бизнеса Норвегии, сама Норвегия несколько раз повышалась, чтобы сохранить свое положение гранд-дамы Карибского моря. В сентябре и октябре 1990 года на ее надстройки были добавлены 2 палубы, добавлено 135 новых люксов и роскошных кают. В то время как многие поклонники кораблей считают, что новые палубы испортили его первоначальные чистые классические линии. Новые частные каюты с верандами на дополнительных палубах сыграли важную роль в сохранении Норвегии финансово на плаву в последние годы ее работы, поскольку это стало обычным явлением во всей круизной индустрии. С 1993 по 1996 год она прошла дополнительный ремонт, чтобы соответствовать новым правилам АЛАС. В 1999 году, когда лайнер «Норвегия» вошел в Барселону, вспыхнул пожар на турбокомпрессоре, в результате чего она была выведена из строя на 3 недели. Во время одного из следующих круизов в Норвегию она сломалась в Бергене из-за протечки одного из грибных уплотнений, что задержало отплытие до ремонта. 5 сентября 2001 года, во время еще одного трансатлантического перехода в Гринок, Шотландия, а затем в свой родной порт Гавр, Франция, ее пассажиры узнают о террористических атаках на Нью-Йорк и Вашингтон через 6 дней, находясь посреди океана. Поскольку круизная индустрия пришла в упадок после террористических атак, ее владельцы решили вернуть ее в строй, управляя круизами по выгодным ценам из Майами. После краткого косметического ремонта, который не смог решить ее механические проблемы и проблемы с инфраструктурой. 25 мая 2003 года. После стыковки в Майами в 5 часов утра судно «Норвегия» серьезно пострадало от взрыва котла в 6 часов 37 минут утра, в результате которого 8 членов экипажа погибли и 17 получили ранения, так как перегретый пар залил котельную и взорвался в каюты экипажа наверху через разорванный настил. Никто из пассажиров не пострадал. Национальный совет по безопасности на транспорте определил, что вероятной причиной разрыва котла на Норвегии была неправильная эксплуатация, техническое обслуживание и проверка котла. После проверки котла компания решила провести необходимый ремонт. Его официальный прощальный круиз был 17-дневным трансатлантическим круизом из Майами с остановкой в Нью-Йорке, город Галифакс в Новой Шотландии, Сент-Джонс в Ньюфаундленд и Лабрадор, город Гринок в Шотландии, Гавр в Франции и заканчивается в Саутгемптоне. Но было принято решение оставить Норвегию в круизах по выгодным ценам на Карибы из Майами. Так продолжалось до его остановки в мае 2003 года. Норвегия пришвартовалась в Брёмерхафене, Германия, в феврале 2004 года. Из-за большого количества асбеста на борту, судну Норвегии не разрешалось покидать Германию для каких-либо складов металлолома в соответствии с Базельской конвенцией. После заверения немецких властей, что Норвегия отправится в Азию для ремонта и дальнейшей эксплуатации в Австралии, ей разрешили покинуть порт на буксире. Сообщалось, что предметы искусства из 2 ее столовых,
детской игровой комнаты, лестничной башни и библиотеки были удалены и помещены на хранение, чтобы возможно использовать их на борту обновленного United States или другого корабля флота. Более поздние фотографии Норвегии на свалках Аланга, Индия, докажут, что это утверждение не соответствует действительности. Норвегия покинула Бремерхафен на буксире 23 мая 2005 года и 10 августа 2005 года достигла порт Кланга, Малайзия. Фактически корабль был продан американскому военно-морскому дилеру по сносу по цене металлолома в декабре 2005 года. После того, как корабль в конечном итоге был перепродан на свалку и должен был отбуксирован в Индию для сноса. В апреле 2006 года судно Norway был снова перепродан компанией Bridgend Shipping Limited из Монровии, Либерия, и переименовано в Blue Lady в рамках подготовки к списанию. Через месяц она снова была продана компанией Haryana Ship Demolition и впоследствии был оставлен на якоре в водах у побережья Малайзии после того, как правительство Бангладеш отказало судну Blue Lady во входе в свои воды из-за асбеста на борту. 3 недели спустя судно начало свой путь в воды Индии, хотя было объявлено, что оно покинуло воды Малайзии и направилось в Объединенные Арабские Эмираты для ремонта, набора новой команды и припасов. Опубликованные фотографии с Аланга показали, что Blue Lady все еще частично находится на плаву у побережья. Ее нос на сухом берегу во время отлива, а корабль полностью на плаву во время прилива. Фотографии также показали, что компания не убрала с корабля какую-либо бортовую мебель и произведения искусства, включая фрески в столовой и детской игровой комнате, а также пианино Steinway в Le Bistro, как сообщалось ранее. Поклонники судна Франции забеспокоились о будущем произведении искусства как из-за того, что корабль стоит на якоре в очень влажной среде без питания для кондиционирования воздуха, так и из-за отсутствия заботы о сохранности со стороны скребков. Тем не менее, было заявлено, что по состоянию на начало сентября 2006 года владелец корабля подписал контракты с различными покупателями, в том числе с аукционистами и французским музеем, на продажу произведения искусства. 11 сентября 2007 года суд постановил, что судно Blue Lady можно безопасно утилизировать. К 4 декабря того же года было подтверждено, что кончик лука Blue Lady был срезан. Церемониальный ход, совершаемый с большинством кораблей, которые попадают в Аланг незадолго до полномасштабной поломки корабля. 20 января было подтверждено, что Blue Lady начала слом. Слом начался на передней части солярия. К 12 июля 2008 года нос и корма корабля были сняты, и знаменитый профиль корабля все еще оставался узнаваемым. К сентябрю 2008 года большая часть того, что осталось над ватерлинией, была срезана, и к концу 2008 года разборка корабля была в основном завершена. Лук выставленный в Париже после продажи с аукциона. В 2009 году наконечник носовой части Blue Lady был возвращен в страну ее рождения, как один из каталога аукционных предметов, снятых с корабля до начала утилизации. Аукцион проходил 8 и 9 февраля. Сейчас он выставлен на всеобщее обозрение в Paris Yacht Marina, порт де Гренелл, Париж. Франция была кораблем, на котором Элтон Джон пересек Атлантический океан в сентябре 1974 года и написал музыку к лирике Берни Топпина для альбома Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy на корабельном пианино. В 1986 году французский певец Мишель Сарду выпустил сингл «Le France» о конце корабля, который имел огромный успех во Франции и франкоязычных странах. В 1986 году американское телешоу «Сегодня» провело недельный круиз на борту Норвегии.